Видите эту отрубленную голову? Это портрет взрослого Караваджо. А этот молодой парень, знаете кто? Это тоже Караваджо, но юный. Почему Караваджо в этой картине отрубает сам себе голову? Потому что он предал свою детскую мечту. У него была прекрасная карьера, его при жизни считали гением, но он сделал роковую ошибку, из-за которой разрушил самого себя и свою карьеру. Из-за одной ошибки он потерял абсолютно все. Он упал на самое дно. Это не просто картина, это исповедь художника. Он создал эту картину в последний год своей жизни. В этой картине вся его биография. И это один из самых выразительных и откровенных и экспрессивных автопортретов в истории мировой живописи. Сейчас я дам вам уникальную информацию, которую вы нигде не найдете, разве что на итальянском языке. Потому что мы, итальянцы, знаем эту информацию, мы это проходим в университетах. Но вот когда я общаюсь с русскими, украинскими искусствоведами, то они почему-то об этом совершенно не знают. Поэтому сейчас я объясню вам, почему этот автопортрет считается шедевром. По полочкам расскажу символизм и, разумеется, мы с вами опять покопаемся в психологии Караваджо. Более детально о личности Караваджо я рассказываю на своей длинной лекции. Ссылку оставлю в описании под видео. Посмотрите обязательно, потому что эта лекция полностью изменит ваше отношение к Караваджо, как к личности. Вы увидите, насколько это серьезная и глубокая личность. Баста. Начинаем. Эта картина является двойным автопортретом, который символизирует разные этапы в жизни и в творчестве художника. На картине изображен юный Караваджо. Он представленный в образе Давида, который держит в руках голову старого, пьяного, некрасивого Караваджо в образе Голиафа. Этот художественный прием служит аллегорией на различные аспекты жизни и творчества художника. Молодой Караваджо, изображенный в облике Давида, соответствует периоду его молодости, когда он прибыл в Рим и стремился достичь успеха в искусстве. В этот период, в свои молодые годы, он действительно привлек внимание всех своим новаторским стилем и бунтарским характером. Юный Караваджо символизирует здесь бурное начало его карьеры, его агрессивное поведение в искусстве, его талант и стремление к самовыражению. Это юношеский максимализм. Помните, каким был драчуном Караваджо в начале своей карьеры? Он был уверен в себе, он был самоуверенный, он решительным был, он знал, чего хочет. Здесь он молодой и полон амбиций и стремлений к успеху. Он держит голову, что символизирует его готовность принимать вызовы и покорять своих конкурентов, выражая свой творческий потенциал и уверенность в самом себе. Как, в общем-то, и было, да? Помните, как он резко, грубо опускал всех своих врагов, всех своих завистников и конкурентов? Теперь фокусируем внимание на отрубленную голову в образе Голиафа в его руках, в руках этого юного мальчика. Эта голова – это отражение внутренних демонов и темных сторон его личности. В целом вся эта картина – это внутренняя борьба художника, это его внутренние конфликты и трудности, как с самим собой, так и с Богом. Эти внутренние конфликты он испытывал постоянно на протяжении всего своего жизненного и творческого пути. Психологический аспект также может подчеркнуть моменты самоотречения и самопознания, поскольку Караваджо, изображенный здесь в образе Голиафа, говорит, что он осознает свои ошибки и что он борется с внутренними демонами и стремится к применению с самим собой в поздние годы. Об этом также говорит и его биография. Когда Караваджо был на пике своей популярности,
когда он практически схватил свою звезду, свою детскую мечту, как он ввязался в драку с одним римским аристократом, чья семья имела огромные связи. Эта драка закончилась трагедией. Караваджо убил его. Я, кстати, об этом тоже снимал отдельное видео. Я оставлю ссылку в описании. Крайне рекомендую. Вот вы узнаете, почему Караваджо был прекрасным фехтовальщиком. Он еще, оказывается, был наемным солдатом, который участвовал в военных кампаниях. Отсюда его синдром, да, военные травмы и умения. Ну, ссылка в описании будет, обязательно посмотрите. Так вот, эта драка закончилась трагедией. Караваджо его убил. Поэтому семья, используя свои связи, объявила в розыск Караваджо. И остаток своей жизни художник провел в изгнании под тенью черной пропаганды и череды ошибок, которые, как пирамида из домино, опускали его на дно. Хотя до этого он реформировал искусство. Свет его гения создал движение его подражателей на будущие 100 лет. Он стал отцом искусства барокко. Эта картина – это великая личная драма художника. Он рассказывает здесь, что он, подобно Давиду, привел себя к успеху, к славе, к величию. Он создал себя сам, благодаря своему дьявольскому труду и упрямству. Но затем сам себя же уничтожил. Эта картина – саморефлексия художника. Отрубленная голова старого Голиафа в руках молодого Давида отражает вызовы и трудности, с которым сталкивался сам Караваджо в начале своей карьеры, а также саморазрушительное поведение. Ну вы знаете, драки, пьянки, гулянки, дракс и рок-н-ролл, которое в итоге привело его к социальному и карьерному падению на дно. Ужасная голова – это ужасная голова Голиафа в его руках, связана с темными сторонами личности и интригами вокруг его бурной жизни. Это тень его личности. Караваджо был известен своим скандальным поведением, участием в драках и юридическими проблемами. Здесь показана саморефлексия, как он целеустремленно привел себя к успеху, почти реализовав свою детскую мечту, и как он сам себя же уничтожил. Видите, с каким сожалением он смотрит на себя взрослого, брезгливостью, потому что он спустя много лет превратился в того, кого сам презирал в начале своей карьеры. Он изображает себя старым дураком, чтобы вызвать у зрителя осуждение. Он как бы нам с вами говорит: посмотрите, во что я себя превратил и к чему это привело. Это великая личная драма. Эта картина является иллюстрацией того, что каждый из нас несет ответственность за свою судьбу и поступки. Также темные эпизоды и склонности в биографии Караваджо передаются через аллегорию отрубленной головы Голиафа. Также голова отражает период после всех трудностей и скандалов, когда художник близко сталкивается со своими внутренними демонами и разочарованиями. Его поздние годы, проведенные в бегах и изгнании, были временем самопознания и борьбы с темными сторонами своей личности. Видите, это голова без тела, без туловища, без опоры. Таким образом, этот двойной автопортрет символизирует, скажем так, эволюцию личности художника. Эта картина – предупреждение Караваджо каждому ее зрителю. Пока мы молодые, мы стремимся завоевать этот мир. Мы стремимся создать свой бизнес, свой проект, какой-то свой блог. Наша целеустремленность, наши амбиции, самоуверенность помогает нам в этом. Но если мы не будем следить за балансом, то можем зазвездиться, сделать некоторые ошибки, из-за которых теряется абсолютно все. Стать великим, популярным, известным очень легко, но удержаться на пьедестале – это очень и очень сложно. Караваджо не смог это сделать, поэтому он в этом последнем своем автопортрете и предупреждает каждого зрителя: будьте аккуратны, не совершайте моих ошибок. Также эта картина имеет еще один символ, так называемый символ времени.
Давид, который держит голову Голиафа, он символизирует победу молодости над старением и над временем. Караваджо в жизни проиграл, но в искусстве, в котором он был вечно юным, вечно молодым, вечно пьяным, анархистом, бунтарем, он победил. Знаете, умные люди говорят, иногда, чтобы победить, нужно проиграть. Как вы думаете, насколько это применимо к жизни и искусству Караваджо? Не спешите с ответом, подумайте, а чтобы картина и ответ был более полный, посмотрите мою первую лекцию про его личность из моего курса про эпоху барокко. Я уверяю вас, вы по-другому посмотрите на этого человека, большого человека. Берегите себя, мои дорогие, не нервничайте, берегите свой желудок, суставы, спину. Остальные вещи не стоят ваших нервов. Это самое главное. Бачом целую.